Для этого рецепта я беру 2 яйца. К яйцам добавляем 2 столовых ложки сметаны или йогурта. Также сюда просеем 2 столовых ложки муки. А вместе с мукой просею 1 небольшую щепотку соды. Посолим щепоткой соли. И все хорошо перемешаем. Затем я порежу 1 помидор. Помидор отправляем в тесто. Также немного порежем колбасы или ветчины. При этом лучше порезать ее мелко. Отправляю ветчину к предыдущим ингредиентам. А также украсит собой наше блюдо немного сыра. 50 граммов сыра потрем или порежем мелко. Вот так. Дальше в эту аппетитную компанию ингредиентов добавим свежую или сухую зелень. У меня зелень сухая, я добавляю столовую ложку сухого зеленого лука, чайную ложку петрушки и пол чайной ложки укропа. И все хорошенько перемешиваем. Конечно же, зелень можно брать по своему вкусу. Думаю, уже сейчас по составу ингредиентов вы видите, что это блюдо может получиться только вкусным или очень вкусным. Разогреваю сковороду на среднем огне и немного смазываю растительным маслом. Выкладываю сюда наше интересное тесто в виде оладий. И недолго обжариваю под закрытой крышкой. Через 4-5 минут переворачиваю эти ароматные оладушки на другую сторону. И продолжаю готовить под крышкой еще 4-5 минут. И все готово. Просто, быстро и очень сытно. Надеюсь, что этот простой и вкусный рецепт вам также пригодится. Готовьте на здоровье. Также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я, как всегда, желаю вам здоровья, радости и мира. И, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео. Я беру 2 половинки куриной грудки. Весом 580 граммов. Филе нарезаю мелкими кубиками, как можно мельче. К курице добавляю 3 яйца. 1 полную столовую ложку сметаны. Вместо сметаны по желанию можно использовать майонез. Также к филе добавим зелени. Я порежу мелко пару веточек ароматного укропа. А также кладу чайную ложку сухой петрушки. Пол чайной ложки сухого молотого чеснока или зубочек свежего, хорошую щепотку черного молотого перца. И посолю эти ингредиенты половиной чайной ложки соли. Или добавляйте соль по своему вкусу. Все ингредиенты хорошо перемешаем. В эту ароматную куриную массу добавим немного муки. Вид муки берем по своему желанию. Чтобы блюдо было полезнее, я беру цельнозерновую ржаную. Ну и, конечно же, сразу перемешаем. 2-3 ложки муки будет достаточно.
Последний ингредиент не обязателен, но он придает особую нежность и вкус блюду. Я потру 50 граммов сыра на мелкой терке. И, конечно, снова перемешаю этот куриный фарш. Сковороду разогреваю на среднем огне или меньше среднего. Добавляю растительного масла. Выкладываю сюда куриный фарш в виде рубленых котлет. Обжариваем такие котлеты или оладьи с каждой стороны до золотистого цвета. Благодаря тому, что курочка порезана мелко, а огонь на плите небольшой, филе успевает прекрасно прожариться. Как видите, рецепт очень простой, но пахнут они настолько аппетитно и получаются такими нежными и вкусными, что ждут с нетерпением их готовности даже те, кто уже сыты. Готовое куриное объедение снимаю на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало ненужное нам масло. С этим рецептом никто больше не скажет вам, что куриная грудка получается сухой или жесткой. Если рецепт вас заинтересовал, готовьте с удовольствием эти вкусняшечки. А также я рекомендую вам сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях. Я желаю вам здоровья, радости, приятного аппетита. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео. Для этой вкуснятины я беру 2 яйца. К яйцам добавляю 1/3 часть чайной ложки соли и 3 столовых ложки йогурта, кефира или сметаны. Хорошо перемешиваем эти ингредиенты. Затем я добавляю 4 столовых ложки муки. Щепотку разрыхлителя. Пол чайной ложки сухого чеснока и чайную ложку сухого базилика или орегано. И опять все хорошо перемешаем. У нас получается такое вот ароматное тесто. А теперь подготовим, можно сказать, начинку. Пару перьев зеленого лука нарезаю мелко. И отправляю в тесто. Дальше беру небольшой кусочек колбасы. 50 граммов. Колбасу нарезаю мелким кубиком. Вместо колбасы можно использовать готовое мясо или ветчину. Также я мелко порежу 1/3 часть сладкого болгарского перца. И 1 небольшой помидор. И еще один ингредиент, небольшой кусочек сыра, 40 граммов, натираю на средней терке. Этот рецепт хорош тем, что можно использовать остатки продуктов, которые есть в холодильнике. Ну и теперь, конечно, опять перемешаем хорошо эту замечательную ароматную композицию. Сковороду смазываю небольшим количеством растительного масла. И выливаю сюда тесто. И распределяю равномерно по поверхности. Плиту включаю на небольшой огонь. Отправляю сюда будущую вкуснятину и накрываю крышкой. Через 10-15 минут низ хорошо зарумянился. В общем-то, все готово. Верх такой тоже пористый, но я хочу перевернуть этот пирог, чтобы он был румяным с 2 сторон.
И теперь я его уже крышкой не накрываю. Ну вот, пара минут и все готово. Пахнет наша запеканка, пирог или ленивая пицца, как бы вы это назвали, волшебно аппетитно. Попробуйте такое вкусное блюдо, если рецепт вам понравился. И, конечно, не забудьте подписаться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. И, конечно, до встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.